Добрый день, вы на канале Family Is. С вами Елена Кольная-Данилюк, и сегодня мы поговорим о способности наших детей себя защищать. Драться или не драться, отстаивать свои интересы или уходить в тень. Как поступать в этих ситуациях? Будем разбирать эти вопросы. Давать сдачу или не давать сдачу. И в этом выражении речь идет не только о физической какой-то активности, речь идет также о способности дать какой-то словесный отпор своему обидчику. Как научить наших детей правильно реагировать на агрессоров, выходить из сложных жизненных ситуаций, учитывать свои интересы, понимать свои особенности и не стесняться проявлять свои слабости и выходить из любой ситуации так, чтобы она была максимально комфортна и выгодна в первую очередь для вашего ребенка. Сегодня мы будем разбирать причины, по которым дети или чрезмерно жестко реагируют на каких-либо ситуациях, или наоборот не могут постоять за себя. А также поговорим о том, что нужно делать для того, чтобы наши дети всегда адекватно реагировали на тот или иной раздражитель. Если говорить об этой теме, то родители зачастую жалуются по двум основным пунктам. Это что либо дети чрезмерно агрессивны, они, можно сказать, избегают стадию диалога и сразу бегут в драку, да, сразу применяют какое-то физическое насилие, чрезмерно резко или жестко реагируют на любую сложную ситуацию, отвечают как-то, может быть, очень активно своему обидчику, и когда их поведение не соответствует той ситуации, которая это поведение спровоцировала. Или же есть второй вариант, когда дети, наоборот, на любое обидное слово, на удар не могут постоять за себя. Они сразу плачут, они убегают, они теряются, они не знают, что им делать, куда идти. И, конечно же, такая ситуация не устраивает как детей, но и так же, как и их родителей. Если говорить о первой ситуации, когда ребенок чрезмерно агрессивен, когда он не способен идти на диалог, когда его стоит буквально чуть-чуть задеть, и он как спичка вспыхивает, начинает сразу бежать, драться, то, безусловно, эта ситуация обычно вызывает очень много неудобств как для самого ребенка, так и для его родителей, потому что вокруг есть воспитатели, вокруг есть другие родители, вокруг есть учителя, которые зачастую очень жестко реагируют, говорят сразу маме, что с ребенком что-то не так, и я сама сталкивалась не раз с такими ситуациями. И вот тут родителям очень важно понять, почему их дети себя так ведут. Не нападать на них, не усугублять ситуацию, а разобраться, в чем могут быть причины такого поведения, в чем причины чрезмерной агрессии деток. Одна из основных причин, которая возникает, это обычно ситуация, когда в семье родители между собой общаются достаточно агрессивно и жестко. И вообще, в общем, если даже обобщать эту тему, то можно сказать, что то, как ребенок реагирует на ситуацию, на 80% зависит от того, какую реакцию он видит от своих родителей, как родители коммуницируют друг с другом, как родители обходятся сами с собой внутри, как они реагируют и способны ли они адекватно обходиться со своей агрессией, со своей злостью, со своей усталостью, и как родители относятся по отношению к ребенку. Одной из основных причин чрезмерной агрессивности ребенка, когда он пускает в ход кулаки по делу и без дела, является ситуация, когда в семье у него нет права голоса, когда он видит такое отношение по отношению к себе дома. Потому что если, допустим, есть очень авторитетный папа или очень авторитетная мама, которая не дает ребенку возможности высказать свое мнение, которая не дослушивает до конца, где есть фраза «я старше, я прав, поэтому», да, или «почему ты вообще себе позволяешь что-либо говорить», то если ребенок сильный, он терпит это, но у него есть вот эта вот способность и желание выплеснуть это куда-то. И когда он выходит на улицу и видит другого слабого, потому что ему прививается стратегия какая? Ты слабее, ты не можешь мне ответить ни словами, ты не можешь мне ответить ни физически, и поэтому я имею право с тобой себя так вести. И родители обычно даже не задаются вопросом, как это повлияет в будущем. Но выходя на улицу, такой ребенок, над которым производится систематически такое эмоциональное, иногда и физическое насилие, он только находит любого слабого, и он начинает себя вести точно таким же образом, потому что у него вот эта накопленная агрессия, когда своего рода издевались над ним, она будет выливаться в то, что он будет точно так же издеваться над другими. И мы очень часто видим детей-драчунов, которые родитель подходит, жалуется его родителям, да, тут же при них папа дает подзатыльник, тут же он начинает на него орать, тут же он тоже в свою очередь применяет физическую силу, и мы понимаем, почему у ребенка такая реакция. Мы понимаем, что он берет эту модель поведения там, от папы или от мамы, мы понимаем, что он видит такие
плохие взаимоотношения в семье. И, ну, в общем, понятно тогда, что мы можем спрашивать с ребенка, если ему неоткуда больше взять другого нормального формата, как выяснять отношения. Но самый парадокс заключается в том, что есть вторая, абсолютно противоположная ситуация, которая вызывает в детях чрезмерную агрессию. Это когда родители, наоборот, зажаты и не дают себе возможность выплеснуть свои эмоции. И тут очень интересный момент. Если ребенок сам по себе экстраверт, если он энергичный, а возле него находится очень зажатый, несчастный в какой-то период родитель. Такая есть классическая ситуация. Очень спокойная, очень интеллигентная мама, да, и безумно агрессивный, энергичный, бегающий вокруг ребенок, который со всеми задирается, который каждого пытается толкнуть, ущипнуть, который каждому реагирует просто какой-то неимоверной агрессией и злостью. И говорит это в первую очередь о чем? Говорит о том, что у мамы внутри, несмотря на ее спокойную какую-то ледяную внешность, бушует целый вихрь эмоций. Ее сейчас кто-то обижает, да, у нее какие-то трудности происходят в жизни. И она не научилась правильно выражать эти эмоции и свою агрессию, свое неудовлетворение своей жизнью. Она это никак не выражает, а держит это все в себе. А что делает ребенок? Ребенок, как мы уже все прекрасно знаем, он проявляет те наши эмоции, которые мы стараемся подавить. И чем сильнее мы их подавляем, чем больше эмоций, тем активнее ребенок будет их проявлять, потому что ему ничего не остается, как пока помочь нам с ними справиться, но через себя. И в этом случае очень часто родители вообще разводят руками, мама не понимает, потому что там папа иногда не понимает, такое бывает и с мужчинами в современном мире. Почему, если я умею себя держать в руках, как родителю кажется, почему он не умеет себя держать в руках и ходит и всех направо и налево бьет? Потому что если мы сами не умеем грамотно, экологично выражать свои плохие состояния, свои негативные эмоции, а они являются неизменным продуктом наших позитивных эмоций, они являются здоровым продуктом нашей психики, то наши дети будут, естественно, эти все накопления тоже своего рода выражать. И поэтому, когда мы видим ребенка, который чрезмерно агрессивен, и это длится очень долго, постоянно, это не какая-то сиюминутная его реакция на какое-то событие, на стресс, на страх, что может быть, безусловно, если ребенок сам по себе энергичен и активен. Когда мы видим, что это такая уже устоявшаяся модель поведения, то нужно в первую очередь посмотреть, что происходит в его семье, какую он модель видит взаимоотношений к себе, какую он видит модель взаимоотношений между родителями, как он видит, родители себя ведут в других ситуациях с другими людьми, потому что бывает так, что мама с папой еще как-то друг другом держатся, да, но там, допустим, ребенок систематически наблюдает, как папу кто-то подрезал на машине, да, и папа там сразу полный спектр эмоций, а кто-то еще и выскакивает из машины, начинает там дергать ручки дверей, ну и какие-то такие ситуации. И естественным путем он будет точно так же реагировать. И вот в состоянии, когда ребенок чрезмерно реагирует на какие-то ситуации, тут всегда есть вот понимание, что либо он видит насилие, либо насилие происходит, чрезмерная такая агрессия по отношению к нему, либо эта агрессия внутри саккумулирована в родителях. Второй момент, который очень часто волнует родителей, с которыми я часто сталкиваюсь на консультациях, это когда родители приходят и говорят, вот его обижают, он не может за себя постоять, он стоит, он смотрит на это, он смотрит, как у него что-то отбирают или его бьют, а он стоит, вообще никак не реагирует. Обычно приходят папы мальчиков, которые, естественно, ну как бы хотят, чтобы их сын хорошо себя проявил, чтобы их сын был настоящим мужиком, как папы говорят, да. И в этой ситуации, когда нам кажется, что ребенок недостаточно может за себя постоять, есть две позиции. Вы должны в первую очередь понять, это не устраивает вас или это не устраивает вашего ребенка. Потому что, опять же таки, бывает очень часто, что ребенок сам с его точки зрения нормально реагирует. Детки бывают разные. Есть интроверты, есть экстраверты. И если у вас сын, допустим, прирожденный художник, музыкант, если он человек искусства, если он пишет стихи, да, если он глубоко находится в своем внутреннем мире, то вероятность того, что он естественным образом будет всех лупасить направо и налево и отвечать обидчику силой на силу, да, она как бы минимальна. И нужно понимать, нужно учитывать такие особенности ребенка. И в этой ситуации, если родители будут его обзывать, если они будут ему говорить, что
там, как ты себя ведешь, как нюня, они будут лишь усугублять этот момент. В то же время, конечно же, нужно понимать, что очень часто такие детки, которые не могут постоять за себя, это детки, у которых очень авторитетные родители, но у них не хватило внутренних сил для того, чтобы противостоять этому натиску. И когда вот дома они испытывают очень большое давление на себя, когда у них нет возможности дома немножко ощутить свою силу, понять, что их могут выслушать, что их принимают такими, какие они есть. У них пропадает эта возможность вообще открывать рот и как-то реагировать на обидчика. Потому что у них складывается такая модель поведения, что если на тебя кричат, если тебя сильнее, надо уже поддаться этому, съежиться, стоять и принимать то, как себя с тобой ведут. И очень часто так бывает, что детей, которые сами по себе, по своей структуре не энергичны, не настолько активны, да, не настолько у них сильная структура личности, они не так сильно могут постоять за себя и не могут вот за счет этой своей внутренней агрессии выехать и противостоять этому миру, они уходят в другую крайность, они полностью поддаются. И если они видят кого-то, кто сильнее их изначально, как дома, допустим, сильнее их родителей, и этот сильный человек проявляет по отношению к ним агрессию, это может быть их одноклассник, это может быть даже младший ребенок, но который там активнее себя ведет, они тут же уходят в позицию слабого. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок реагировал, как ему кажется, адекватно, чтобы он умел в любой ситуации сориентироваться. Но для этого нужно знать некоторые правила, о которых я бы сейчас хотела рассказать. И первое правило для того, чтобы сформировать у ребенка здоровую способность постоять за себя, это учитывать его особенности. Все мы очень разные. Кто-то из нас легко идет в бой, кому-то легко отвечать, кто-то по себе более сдержан сам по себе, у кого-то совершенно другое мироощущение, и ему совершенно не хочется проявлять в этот мир агрессии. Поэтому задача родителей – это научить ребенка учитывать его особенности и понимать, что я могу, насколько я силен, насколько я физически развит, да? Могу я или не могу, хочу я или не хочу так постоять. И исходя из своих особенностей выбирать наилучшую модель поведения в той или иной ситуации. И очень важно, чтобы родители сами не рвались в бой вместо детей, потому что в зависимости от возраста нам тоже нужно уметь, как родителям, правильно реагировать на ситуации. Если вы находитесь в песочнице, и вашего ребенка другой ребенок бьет по голове постоянно лопаткой, и вы систематически его встречаетесь, то вы не объясните своему двухлетнему ребенку, что надо взять лопатку и ударить в ответ. И единственным правильным ситуация будет просто уйти с этого места, для того, чтобы он не сталкивался с этим малышом. Потому что и тому малышу вряд ли вы за 5 минут проведете какой-то курс терапии и расскажете, что так делать нельзя, если ему тоже там 2, 3, 4 года. И у него тем более есть свои родители со своей какой-то моделью поведения. Поэтому вот учитывать возраст ребенка, учитывать особенности его характера, его темперамента и давать ему возможность понять, что в первую очередь ты должен, исходя из самого себя, принимать те или иные решения. Это очень важный навык. Второй момент, чему очень важно учить ребенка, это учить его разговаривать и решать вопросы диалогом. И максимально стараться вообще решать какие-то проблемы с помощью коммуникации. Потому что очень многие дети, они просто не научены в семье, как можно нормально, спокойно обсудить какие-то разногласия. И если они не видят такого примера между мамой и папой, если они не видят уважительного отношения к своим мыслям, им будет очень трудно принять другую точку зрения своего оппонента. Учить обходиться его с агрессией. Потому что особенно в подростковом возрасте дети будут однозначно сталкиваться с другими друзьями, со своими одноклассниками, одногруппниками, которые будут проявлять по отношению к ним агрессию. И ребенок должен понимать, что пока есть возможность, я веду диалог. Если на меня подействовали физически, я должен уметь ответить физически. И для этого, безусловно, ребенок должен быть развит физически, он должен заниматься спортом. И это хорошо не только для того, чтобы дать кому-то отпор, это хорошо для его общего формирования психического, физического, его эмоционального, его способности в жизни ставить себе цели, идти дальше. Но то же самое, в то же время нужно понимать и учить ребенка разбираться, что если ты видишь, что сила не на твоей стороне, и против тебя идет несколько человек, или твой оппонент тебя сильнее, он выше, больше, старше, то нужно уметь хорошо бегать, и это тоже нормальный навык. И ребенок не должен бояться, что в этот момент он будет выглядеть трусом, он будет выглядеть каким-то слабаком. Он должен понимать, что это не трусость и не слабость, это мудрость. И что он делает так, как нужно ему. И вот то, как он себя ощущает, поверьте, между детьми эта реакция очень хорошо чувствуется. У ребенка должно быть вот это вот ощущение внутреннее, что я свободен в своем выборе.
я не стану слабее, хуже, я не стану в глазах родителей, других людей каким-то не таким, если я буду искать свой подходящий мне выход. И вот эта гибкость, она и дается отношениям родителя, когда родитель позволяет ребенку быть таким, какой он есть, а не таким, каким ему хочется его видеть. И поверьте, даже самый изначально интровертный и, может быть, не очень приспособленный к каким-то решениям конфликта ребенок, если учитывать его особенности, он будет уметь находить выход из сложившихся ситуаций. Ребенку просто надо показать эти варианты на конкретных примерах. Для этого мы должны быть в его жизни, мы должны разбирать с ним какие-то конфликтные ситуации и не обвинять его, не говорить его, что ты как тютя стоял. Тебя били, а ты стоял и смотрел, как тютя. А разбирать с ним эту ситуацию, вплоть до того, что проигрывать. У меня даже вот на примере моей старшей дочки, у меня была ситуация, когда ее в классе систематически обижали. И мы с ней проигрывали очень долго ситуации, как правильно обходиться, как общаться, как выйти из этой ситуации. И в итоге мы очень хорошо вышли из этих ситуаций, вплоть до того, что мы с ней делали упражнения по выплеску агрессии, да? Вот мы с ней проговаривали в диалоге, как ответить, а как в этой ситуации ответить. И это очень помогло, потому что у нее было много вариантов, у нее было видение, как можно отреагировать. Мы разобрали несколько ситуаций. И в дальнейшем, вот сейчас, когда она уже стала взрослее, она может уже самостоятельно принимать такие решения и выходить иногда даже из очень непростых, удивительно, может быть, даже для меня, взрослого человека, ситуаций, потому что у нее не было страха осуждения. Она поняла, что это нормально, что этому можно научиться, и она увидела пример, как родитель, как взрослый, помог ей справиться, и она увидела, что это работает. Четвертый момент, который тоже очень важен. Если вас обижают, и вы должны это ребенку озвучивать, что если тебя обижают, если ты не можешь справиться, если это происходит как-то систематически, ты не должен стесняться просить помощи. Просить помощи у старших, просить помощи у родителей, просить помощи у старших братьев, сестры, просить помощи у учителей, потому что вот этот вот детский буллинг, он очень часто набирает обороты именно потому, что ребенку внушает вот этот вот момент, что это будет ябедничество, и значит он будет плохим, он будет слабый, его будут троллить, и продолжать еще больше. И вот ребенку нужно понимать, что если он придет к маме с папой, они его поддержат, и они станут на его сторону. Ему нужно понимать, что если за тебя придется заступиться, придет твой старший брат, или там твой дядя, или там твой какой-то старший друг, или папа придет в школу, ты не потеряешь от этого авторитет, потому что если сила не на твоей стороне, можно сколько угодно с ней бороться, но ты останешься слабым. Поэтому прибегнуть к помощи старшего – это нормально, это тоже показатель твоего ума, твоей мудрости, твоего понимания, что есть мои интересы, и в первую очередь я их буду отстаивать, мои физические, эмоциональные интересы. И тут не стыдно. И вот это ощущение «не стыдно» – это не значит, что ты слабый. Оно должно, опять же таки, прививаться ребенку, и это все происходит в диалоге. И пятый момент, которому тоже нужно объяснять и учить ребенка, это то, что проблема не всегда в тебе. Потому что очень часто, особенно если ребенок в семье сталкивается с частыми обвинениями, когда родитель не может никогда признать свою ошибку или свою вину, да, или то, что он может быть неправ, и у ребенка возникает такое ощущение, что ответственность в любых поступках всегда лежит на нем. И потом она переносится очень часто в взаимоотношения с другими людьми. Вот такая вот позиция, что все, что со мной происходит, в первую очередь это говорит о том, что я где-то не прав, я где-то слабее, я где-то что-то не то сделал. Вот это вот ощущение, оно очень часто губительно. Поэтому ребенка нужно учить, что не всегда проблема в тебе. Есть люди, с которыми по-другому не получается разговаривать. Есть люди, от которых надо просто стараться с ними не общаться и уходить. Если у вас есть знакомые или друзья, у которых есть подобного рода проблемы, обязательно пересылайте им ссылку на наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Мы с нашей командой делаем все возможное для того, чтобы ответить на все вопросы, которые возникают у современных родителей в их жизни. И для того, чтобы сделать ваши взаимоотношения и наши взаимоотношения с детьми лучше, добавить в них больше любви, больше понимания, больше принятия. Будьте сильными, любите друг друга. И до новых встреч!